Привет, ребята! Здесь на вершине холма есть заброшенный древний храм, куда никто не приходит и не поклоняется. Но исследователи, историки и археологи не только изучают это место, но и сильно им озадачены. Все в этом храме тайна. Его происхождение, его дизайн и его скрытые коды. Давайте посмотрим на этот необычный храм под названием Виджаилая Челисварам. За деревьями вы уже можете увидеть башню храма. Сегодня этот храм называется Виджаилая Челисварам. Но его настоящее название до сих пор вызывает споры у специалистов. Как только я вошел, я был удивлен его дизайном. В этом храмовом комплексе нет главного входа. Это удивительно. Если уж на то пошло, возьмите любой индуистский храм. Его главный вход будет спроектирован прямо перед главной башней. В наличии будет главная башня, и будет как минимум еще одна башня с входом в храмовый комплекс. Но здесь дизайн совсем другой. Мало того, прямо перед храмом, на расстоянии 30 метров, мы можем видеть гигантский каменный склон холма. Это означает, что никто не сможет сделать парадный вход в храм. Представьте, что царь, сидящий на слоне, захочет посетить этот храм. Он не сможет этого сделать. Он должен прийти или с той стороны, или с этой. Это очень странно. И это еще не все странности. Сзади есть один небольшой вход, но он построен даже не по центру, а как-то сбоку. Почему? Если вы внимательно присмотритесь, то поймете, что вход и стена комплекса были перестроены. Они не были частью первоначального дизайна храма. И есть еще один очень странный аспект. Главная башня окружена 6 меньшими постройками. И они, кажется, смотрят в разные стороны, полностью сбивая с толку археологов. Опять же, симметрия абсолютно не соблюдена, и вы можете видеть, что дизайн не соответствует типичной архитектуре индийского храма. Снаружи эти купола видны, хотя они и разрушены. И они напоминают купола храмовых башен. И так вы можете подумать, что это просто святыни, внутри которых живут индуистские боги. Так что же находится внутри этих структур? Когда вы войдете, вы увидите, что все эти структуры совершенно пусты. От какого-либо идола не осталось и следа. Возможно, эти постройки всегда были пусты. Почему? Зачем? Что послужило причиной создания этих сооружений? Могли ли они использовать их для каких-то научных экспериментов? Почему я заговорил о научных экспериментах на территории храма? Из-за вот этой резьбы. Мы можем видеть генетически модифицированных животных. Каждый отдельный барельеф называется яали. Что же означает яали? Сегодня мы создали новый вид, который называется лигр. Он является наполовину львом и наполовину тигром. Эксперты взяли первые 2 буквы от льва и последние 2 буквы от тигра и назвали его лигр. Но это вовсе не инновация. В древние времена в Индии так уже делали. Слово яали происходит из древнего тамильского языка, и яали – это гибрид слона и тигра. Предки взяли первую половину слова янай, что означает слон, и вторую половину слова пули, что означает тигр, и назвали это животное яали. И этот яали может быть генетическим гибридным прототипом, который можно было бы объединить с ДНК многих других животных, чтобы создать новые виды. Теперь вопрос в том, является ли это просто вымыслом, или древние индийцы действительно манипулировали с ДНК и экспериментировали с гибридами животных. Хотите верьте, хотите нет, но мы можем видеть множество яали, и у нас даже есть для них определенные имена. Первый харин яали или гибрид оленя. Здесь вы можете увидеть закрученные рога оленя. Второй – симха яали, гибрид льва. Я думаю, что морда и грива ясно показывают, что это лев. Третий опять гибрид оленя, а четвертый еще более странный, потому что у него хобот слона, но и рога оленя. Очень странно видеть стоящих рядом обычных слонов. Интересно, что пытались сказать скульпторы. И мы можем увидеть здесь нечто еще более фантастическое. Человеческий гибрид с яали.
Человеческий гибрид на самом деле называется нир-яли. Это весьма удивительно, когда видишь гибрида с телом яли и с человеческим лицом. Он несколько потускнел от времени. Но на другом барельефе лицо кристально чистое. Посмотрите на нос, он выглядит совершенно человеческим. Но у него есть клыки, торчащие изо рта, и грива, как у льва. Я думаю, что у него отсутствуют нижние веки. Действительно ли древние люди экспериментировали с генетической модификацией и создавали новые виды? Вы, конечно, можете возразить, что скелеты таких гибридных животных никто никогда не находил. И это справедливое замечание. Но здесь же можно увидеть и еще одну странную резьбу. Эта фигурка похожа на слона, но у него нет хобота. Вместо этого у него две большие лопатообразные насадки, почти как клюв птицы. Конечно, можно сказать, что у скульптора отличное воображение. Но палеонтологи действительно находили окаменелости и скелеты животных, выглядящих именно так. Они называют их платибелодон или бивни лопаты. Они похожи на современных слонов, но вместо хобота у них странный рот, похожий на лопату. Случайно ли то, что мы видим здесь такую резьбу? Или древние люди действительно изучали и экспериментировали с животными? Вот еще одна резьба, которую я нахожу довольно увлекательной. Вы видите, что это? Этот барельеф показывает внешнюю анатомию слона. И слон показан как спереди, так и сбоку. Сегодня, когда мы изучаем биологию или ветеринарию, мы изучаем внешнюю анатомию животных. И мы будем использовать вид спереди и вид сбоку для изучения внешних частей тела. Это именно то, что мы видим здесь. На голове слона есть небольшая полоса, указывающая на то, что оба изображения показывают одно и то же животное. Эту систему сегодня использует даже полиция для профилирования и изучения так называемых животных, прежде чем посадить их в клетку. Изучали ли генетику древние люди и экспериментировали ли с животными, как сегодня? Если да, то были ли они сами генетически модифицированными людьми? Возможно, внешний вид привратников может ответить на этот вопрос. Посмотрите на этого парня. У него кудрявая прическа, спускающаяся с его головы, и клыки, торчащие изо рта. Он человек? Или он генетически модифицирован и похож на вампира или что-то в этом роде? У него также, кажется, нет век. Посмотрите, как торчат его глазные яблоки. Но мне нравится его чувство стиля. Он носит шорты, но они очень тонкие и прозрачные. И он носит нарукавники на обеих руках. Посмотрите на это. Он носит нарукавники в форме демона. Если модельеры увидят это сегодня, они сразу же заполонят рынок этими нарукавниками. И что он держит? Что это такое? Это самый первый в мире дверной звонок, который сигнализирует боссу о посетителе. Посмотрите, как он держит веревку в правой руке, а веревка вся покрыта бубенцами. Посмотрите на его левую руку. Когда посетитель приходит к боссу, он, как типичный охранник, спросит, что тебе нужно. И если вы не дадите хороший ответ, он обрушит на вас смертоносное оружие, которое находится у его правой руки. Но если у вас действительно была назначена встреча с боссом, и охранник вами доволен, он потянет за веревку, чтобы позвонить в колокольчики, которые уведомят босса о визите. Итак, кто же босс? К сожалению, это заперто, и мы не можем войти внутрь. В главной камере находится единственный лингам, и он же главный. Никакой другой резьбы ни на столбах, ни на стенах нет. И это тоже очень необычно. И не только на внутренних стенах пусто. Внешние стены также совершенно пусты. Дизайн храма представляет собой большую загадку. У него есть круг наверху, и этот круглый дизайн доходит до земли, образуя цилиндрическую главную камеру, в которой находится лингам. Такие цилиндрические камеры очень редки в индуистских храмах. И эта камера окружена квадратной структурой, а затем все окружено странной формой, похожей на квадратную замочную скважину. Сверху мы можем увидеть большую открытую площадку.
Это ровная поверхность, где могут поместиться 20-30 человек. Вот сколько места остается, что тоже нетипично для индуистского храма. Я даже не знаю, почему это место пустое, и зачем им была нужна эта площадка. Из-за всех этих необычных особенностей археологи и историки ведут жаркие споры о происхождении и первоначальных строителях этого храма. Все согласны с тем, что храм называется Виджаяла-Челисваром, но эксперты не согласны с тем, что его построил Виджаяла-Чола. Это очень удивительно, потому что имя короля Виджаяла-Чола должно было быть использовано для названия храма только в одном случае. В те времена храмы называли в честь тех царей, которые их построили. Но эксперты считают, что это строил не царь. И хотя надписей много, все они говорят только о ремонте, а не о строительстве с нуля. Так что на сегодняшний день еще не решено, кто же построил этот храм. Это остается загадкой. Но эксперты сходятся во мнении, что это послужило источником вдохновения для строительства великих храмов, таких как храм Брихадисвара. Мало того, они также согласны с тем, что этот храм предшествует любому другому храму династии Чола и датируется примерно 850 годом нашей эры. Это означает, что этому храму более 1100 лет. И он сделан на 100% из камня. Не металла, не дерева. Это называется встроенной архитектурой, когда вы продолжаете добавлять один камень поверх другого, чтобы построить структуру. Но в том же храмовом комплексе мы видим и совершенно противоположную технику строительства. Перед этой башней есть два пещерных храма. Это две искусственные пещеры. Куда же они убрали скалы? К этому ничего не добавляли. Им пришлось убрать огромные куски скалы, чтобы сделать эти вырезы. И рисунки очень странные. На стене 12 резных фигур, каждая высотой более 2 метров. Но все они изображают одного и того же бога Вишну. В индуистском пантеоне есть тысячи и тысячи богов и богинь. Зачем им вырезать одного и того же бога 12 раз подряд? И что еще более удивительно, все они идентичны. Господа Вишну можно изобразить в сотни разных аватаров, но эти резные фигурки идентичны друг другу. И это становится еще более странным, когда мы видим, что внутри камеры. Тут есть очень странный лингам, если его вообще можно назвать лингамом. Лингам обычно представляет собой длинный цилиндр. Но здесь цилиндра нет, это просто выступ. А если вы посмотрите сверху, вы увидите еще одну странную деталь. Вы увидите крошечные ямки или крошечные углубления. Этих крошечных необъяснимых углублений ровно 24. Для чего они нужны? Теперь давайте посмотрим на все вместе. На этом холме есть 3 больших святилища, 6 камер поменьше, 12 статуй Вишну и 24 углубления. Стечение обстоятельств? И это всего лишь образец. Потому что в этом храме спрятано много подобных секретных кодов. Все храмы, построенные после этого, были построены на уровне земли, на равнинах. И они были построены в густонаселенных местах, чтобы их могли посещать много людей. Но у строителей этого храма должно быть была совсем другая причина для строительства. Видимо, посетителей здесь видеть не хотели, поэтому и построили храм в таком отдаленном месте, и на холме. И даже сегодня, когда Индия является второй страной по численности населения, этот храм посещают менее 10 человек в неделю. Почему древние строители специально выбрали это трудное место? И обратите внимание, что им пришлось искусственно выровнять эту поверхность, чтобы воздвигнуть этот храм. На первый взгляд кажется, что это идеально ровная площадка на вершине холма. Но она не естественная, а сделать скалу плоской очень непросто. В этом месте им пришлось хорошо потрудиться, чтобы выровнять скалу. Как вы можете видеть, только часть этого холма была сделана плоской. Поэтому мы и говорим, что древние строители определенно потрудились над этим холмом. С левой стороны холма виден подъем, и им пришлось подгонять меньшие святыни по рельефу, а не делать поверхность скалы абсолютно плоской,
потому что это очень сложно. Но почему они просто не выбрали для строительства менее трудозатратное место? Почему они сделали такой уникальный дизайн? Кто на самом деле построил этот храм? Для чего были эти 6 пустых камер? Изучали ли они животных и экспериментировали ли с генетической модификацией? В чем секрет числовых кодов 3, 6, 12 и 24? Пишите ваши мысли в комментариях. Я Правин Мохан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.